доклад посвящен той юрисдикции, тому церковному направлению, в котором владыка Антоний и получил свое, собственно говоря, первое церковное воспитание западноевропейскому экзархату Московского патриархата в годы церковного возрастания отца Антония Блума. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад выступить на нашей конференции. Мое первое выступление здесь. Ну, а начать действительно нужно с контекста тех событий, которые сопровождали вступление Андрея Борисовича Блума на его церковное служение, привели его к монашескому постригу. Характер владыки Антония и его заслуги на самом деле нельзя оценить без понимания этого контекста, в том числе и обстоятельств начала его служения в священном сане. Известно, что жизнь Андрея Блума, будущего митрополита, была связана с Московским патриархатом, а не с другими юрисдикциями русской эмиграции. И этот выбор представляется для нас очень интересным. Напомним, что русских юрисдикций в Европе было 3. Это Русская Православная Церковь за границей, которую до 1936 года возглавлял митрополит Антоний Храповицкий, а после 1936 года митрополит Анастасий Грибановский. Другая структура – западноевропейский экзархат приходов русской традиции, который до 1946 года возглавлялся владыкой Евлогием Георгиевским, потом митрополитом Владимиром Тихоницким. Это была ветвь, отошедшая от русской зарубежной церкви и присоединившаяся к церкви Константинопольской. Ну и, наконец, самая небольшая ветвь, которой и принадлежал владыка Антоний, это Московская патриархия, совсем небольшое количество приходов. Эта часть отошла от митрополита Евлогия после того, как он не согласился с требованиями Московской патриархии о безусловном прекращении каких-либо антисоветских выступлений. Итак, это событие разделения между митрополитом Евлогием и приходами Московской патриархии происходили, когда владыке Антонию, будущему владыке Антонию было 16-17 лет. Выбор он сделал в пользу прихода Московской патриархии. И почему это произошло, об этом тоже надо говорить, это надо знать, чтобы понять владыку. Безусловно, что положение приходов Московской патриархии было намного более печальным, чем положение приходов Московской патриархии Западноевропейского округа. Главный центр находился в Париже, Трехсвятительское подворье, а руководство находилось в Литве. Это был митрополит Елеферий Богоявленский. И Францию посещал нечасто. А на самом подворье настоятелем был владыка Вениамин. Несмотря на все сказанное владыкой, что мы сейчас слышали, несмотря на то, какие у нас остаются воспоминания о владыке Вениамине Федченкове, не хотелось бы тут разводить елейность и говорить, что все было прекрасно и было идеально на этом приходе. Да, он был бедный, там была сплоченность, и не случайно Бердяев и Лоский были прихожанами именно этого прихода. Но сохранились и документы, и письма, которые показывают, что даже на этом совсем небольшом приходе ситуация постоянно была близкой к разделению. Вражда на приходе была, и причин было немало, но были жалобы и на самого владыку Вениамина Федченкова. Да, с одной стороны, мы знаем о таких очень положительных и восторженных отзывах об этом владыке со стороны митрополита Антония, со стороны Николая Зернова. Но, с другой стороны, можно читать и другие отзывы пресвитера Георгия Шавельского, протоиерея Василия Зиньковского, архимандрита Киприана Керна, которые считают, что владыка Вениамин с приходом не справлялся.
Он умел увлечь, загорался сам, потом остывал, менял свои взгляды. Был человеком искренним, но таким непоследовательным. И особенные возмущения, возражения уже последовали вот в тот момент перелома 20-30-х годов. Очень интересная и необъясненная ситуация с позиции владыки Вениамина, которая очень тускло и размыто им представлена в его мемуарах на рубеже двух эпох, где он говорит о своей попытке переехать в Советский Союз, то есть в страшные годы. Это первые сталинские гонения, Голодомор и прочие ужасы. И в этот момент владыка Вениамин вдруг возжелал поехать в Советский Союз. И почему он отказался, он об этом так толком и не пишет. В общем, какие он приводит объяснения, они, мне кажется, не совсем объясняют причину. Но мы знаем то, что после вот отказа от переезда он вдруг резко поменял свою риторику, и риторику принял настолько просоветскую, что даже пошли жалобы митрополиту Елеферию в Каунас, Ковна, где он находился. Считали, что владыка Вениамин перешел уж слишком на позиции просоветские. И чем объяснить, сказать сложно. Тут приходит на память случай с Сергеем Эфроном, который в те же самые годы тоже попытался переехать в Советский Союз, но мы это не позволили и заставили его сначала доказать свою лояльность Советскому Союзу. Кто его знает, может быть, переписка и с владыкой Вениамином осталась и поможет пролить свет. Ну и плюс, конечно, то, что владыка Вениамин совершенно не разбирался в людях и приближал к себе личности просто маргинальных. Можно вспомнить протоиерея Сергия Соколовского, агента НКВД, человека, поддерживавшего красное обновленчество в Европе, но при этом приближенного владыкой Вениамин. Все-таки ситуация несколько улучшилась на приходе после того, как владыка Вениамин переехал в Соединенные Штаты Америки, но подворье по-прежнему не пользовалось популярностью. И как раз в это время Андрей Борисович Блум ведет активную жизнь как прихожанин Трехсвятительского подворья. Но другой момент – это послевоенные годы. Вряд ли эти годы были лучше для прихода Московской Патриархии, может быть, даже и хуже, потому что в довоенный период приход Московской Патриархии мог считаться связанным с церковью мученицей на родине, а вот после войны ситуация была уже совсем другая. И не было такой харизматической личности, как владыка Вениамин Теченков, возглавлял приход Московской Патриархии уже владыка Серафим Лукьянов, который популярностью не пользовался совсем. Но ситуация там была такая. Во время войны глава западноевропейского экзархата владыка Евлогий Георгиевский обратился в советское посольство после освобождения Парижа от гитлеровцев. И в Париж вскоре прибыл посланник Московской Патриархии владыка Николай Ярушевич. За соединение с Московской Патриархией выступала просоветская часть парижского прихода, но часть небольшая. В общем, объединение так и не состоялось. И во многом это было связано с тем, что иммигранты находились в постоянном страхе относительно того, что сохранят ли они свободу, а то и жизнь. Вот замечательный пастырь, архимандрит Сергий Пфефферман, которого гитлеровцы, несмотря на то, что он был православным христианином, заставляли носить желтую звезду во время войны, в 1945 году, 17 июля, напомнил в проповеди о том, что это день злодейского убийства царской семьи, и, как вспоминали эмигранты, они пришли в ужас. Побоялись, что сейчас ворвутся советские агенты в храм и всех арестуют.
страх был очень сильным, иммигранты боялись даже по-русски говорить на улицах, чтобы не быть схваченными советскими агентами. Были угрозы прихода к власти во Франции социалистов, знали, что и русских иммигрантов, не всех, формально тех, кто во время Второй мировой войны переехал, но на самом деле мог пострадать любой, отправляли в концлагеря, и здесь лагерь Боригар, украшенный огромным портретом Сталина, куда свозили несчастных для отправки в Советский Союз. И это нельзя было не видеть. Нельзя было не видеть. И на этом фоне владыка Серафим Лукьянов переходит в Московскую патриархию, возглавляет приход Московской патриархии во Франции. И нельзя было, по-моему, придумать более неудачного выхода для вот этой административной ситуации в Париже, потому что во время разделения с владыкой Евлогием владыка владыка Серафим Лукьянов резко высказывал свою безблагодатности, а ко всему прочему прямо поддержал гитлеровцев и официально поддержал, а поэтому его не любили ни русские иммигранты, ни французы, ни французское руководство. И вот Москва назначила именно его. Так что если и имело место какое-то пришествие на русский приход Московской патриархии бывших представителей зарубежной церкви, то потом наступил обратный процесс, наоборот, начался отток. И, конечно, обо всем этом монах Антоний Блум не мог не знать. Монашество он принял во время Второй мировой войны. И прекрасно все это видел. И знал, что вот после смерти владыки Евлогия, евлогиевским приходом как раз навязывали именно владыку Серафима Лукьянова. Он, повторяю, был известен с отрицательной стороны, там были обвинения и личного характера. Знал он все это и знал, что избранный народом владыка Владимир Тихоницкий получал угрозы расправиться с ним со стороны советских спецслужб. Так что тут уже и западноевропейский экзархат выглядел исповедником. Но вот на этом фоне, зная об этом, монах Антоний все-таки предпочел обратиться именно к владыке Серафиму Лукьянову и принять именно от него священный сан и служить в Московской патриархии. Вот в чем была причина такого выбора. Тут не будем говорить о личных качествах архиереев, благодать не зависит от благочестия, так что выносим этот вопрос за скобки. Другое дело, что существует и представление, правда, в нешироких кругах, что и благодатность зависит от юрисдикции. И хотя история прекрасно показывает, церковная история показывает, что юрисдикция на благодатность не влияет, и более того, даже разделение между церквами на благодать не влияет также. Так что имело место безусловное понимание отцом Антонием того факта, что принадлежность к юрисдикции не является залогом спасения. И был в этом отец Антоний, конечно, не одинок. Он понимал, что харизматические и канонические границы церкви могут не совпадать. Тоже понимал и отец Георгий Флоровский, вот он на фотографии тут тоже у нас присутствует, который писал, что подлинные границы церкви нельзя установить или распознать по одним только каноническим признакам или вехам. А святитель Иоанн Максимович высказывался еще более радикально и говорил, что ставить благодатность в зависимости от юрисдикции – это просто ересь. Мы прекрасно знаем, что владыка Антоний всегда был в Московской патриархии, но при этом тоже надо понимать, вот, зная о том, что благодать выше любых человеческих юрисдикций, он все-таки не был слепым орудием московской церковной власти, и вот видно, так, как он относился к другим церковным структурам русской эмиграции. Ну вот как пример тут можно привести тот факт, что он сослужил со священником протоиереем Владимиром Родзянко. Тот относился к сербской православной церкви, но не скрывал того, что постоянно сослужит с духовенством русской зарубежной церкви. И владыку Антония от сослужений с ним это не останавливало.
Ну и известно, что владыка Антоний на Поместном соборе в Москве в 1971 году выступил против крещений в отношении русской зарубежной церкви. Ну и знаем со слов ныне здравствующего владыки Марка Берлинского, что в 90-е годы именно владыка Антоний давал ему советы, помогал и подсказывал, как правильно себя вести во время диалога, чтобы диалог состоялся, и Русская зарубежная церковь и Московский патриархат объединились. Ну, то же самое в отношении западноевропейского экзархата. Помним, в 1965 году патриарх Афиногор был вынужден отпустить экзархат из своего подчинения под особым давлением. Это отдельный разговор. И в течение 5 лет этот экзархат находился в подвешенном состоянии. В московскую юрисдикцию он не входил, и из Константинополя он тоже, получается, был исключен. Потом все наладилось, но очень важно, что владыка Антоний никогда не клеймил этот экзархат, говорил, что они никакие не отщепенцы, и прямо заявил, и такой документ сохранился, что мы находимся в полном общении с этим русским западноевропейским экзархатом, так что литургическое единство вполне допустимо. Так что, с одной стороны, вот это понимание того, что юрисдикция не столь важна. Другой момент – человеческий фактор. Безусловно, в выборе нашего пути первое место далеко не всегда имеет юрисдикция и не вес нашего духовника, а те пастыри, которые близки нам и которые отвечают запросами нашей души. И таким для Андрея Борисовича Блума стал архимандрит Афанасий Нечаев. Пример того, что можно при любом режиме оставаться христианином. И его мученический подвиг за ближнего прекрасно подтверждает это внутреннее христианское единство. Третья причина – это возможность деятельности на благо церкви, и, думается, она была для Андрея Блума, монаха Антония, впоследствии владыки, на первом месте. Безусловно, свои проблемы есть во всех юрисдикциях, но думается, что отец Антоний смотрел прежде всего на то, где может принести церкви большую пользу, и такой шанс появился именно в Московской патриархии. Дело в том, что, несмотря на положение ее приходов в довоенный период, они ощущали себя в какой-то мере свободными, даже, может быть, более свободными. Дело в том, что после отъезда владыки Вениамина в Америку, когда вот эта просоветская риторика затихла, то приход Московской патриархии действительно мог показаться аполитичным. И это понятно. Русская зарубежная церковь выступала с резкими, заслуженными обвинениями большевистского режима, была близка к монархическому лагерю, в то время как на приходов Московской патриархии старались вообще не касаться таких тем, и при этом занимались миссией. Например, известно, что именно Московская патриархия в тот момент поспособствовала созданию приходов западного обряда в православии, а в зарубежной церкви к таким проектам относились резко отрицательно, и если потом в рамках зарубежной церкви это существовало, то только благодаря святителю Иоанну Максимовичу. А Московская патриархия, наоборот, такой путь поддерживала. И монах Антоний, конечно, не мог этого не видеть. И сохранились его воспоминания на этот счет. Далее именно в Московской патриархии появился шанс несения слова о православии англиканам. Как известно, диалог с англиканской церковью велся еще в XIX веке, были шансы на единство. И считали, что англикане нам близки, и их привлечение к православию – это вполне возможный проект. И здесь нам, безусловно, поможет новый источник из архива Корсунской епархии. Это письмо монаха Антония Блума митрополиту Серафиму Лукьянову, и это письмо помогает понять будущего архипастыря. Как известно, монах Антоний был среди тех, кто стремился к единству и участвовал в братстве святых Сергия и Албания. Свое служение в качестве священника отец Антоний начинал именно в этом содружестве. От этого содружества и поступило предложение о том, что нужен священник. Как следует из письма монаха Антония, датированного сентября
октябрем 1948 года Содружеству необходим священник и постоянный настоятель. И допустить, чтобы Содружество пригласило англиканского священника, отец Антоний просто не мог. Важным он считал и факт Московского совещания 1948 года, где обсуждался вопрос об англиканской иерархии, и, в принципе, готовы были ее признать. Даже такой консерватор, как святитель Серафим Соболев, считал возможным диалог с англиканской церковью и считал, что и можно признать их иерархию. Вот. И при этом признание не состоялось из-за того, что учение о таинствах и понимание православного учения об апостольском преемстве в англиканской церкви не было. Но формально-то такое преемство было, так что тут нужно было просто объяснить вот эту ситуацию, и монах Антоний как раз это тоже прекрасно понимал. И понимал, что и свидетельствовал, что и среди богословов англиканской церкви есть ошибки, но их можно преодолеть. Их можно преодолеть, и англиканские богословы готовы к такому диалогу, преодолению своих непониманий. И необходимо излагать им истины православия, не навязывая им православие, а достаточно спокойно и постепенно приближая их к православию. И, по словам отца Антония, в Англии существовала и потребность в аскетических традициях, а куда обращаться англиканам? Ну, наверное, если обратились бы к римской церкви, то это привело бы к расколу. И такой путь для Англии отец Антоний, конечно, не считал правильным, нужным и полезным. И не хотел отец Антоний, чтобы это священником при этом сотрудничестве стал представитель другой юрисдикции. В таком случае оно станет врагом Москвы. Он писал, что готов был бы продолжать там участие в качестве мирянина, но, как он говорит, главное – это явление православия в молитвенном его величии, литургическое предстояние, духовное руководство – все это требует священного сана. Таким образом, цель монаха Антония в тот момент была в единстве с англиканами на базе православной литургической и молитвенной традиции. При этом, как следует из письма, отец Антоний не стремился к административным высотам, просил оставить православно-англиканский приход как миссионерский, который не будет конкурировать с существующим приходом русской церкви. Отец Антоний просил поставить его независимо от настоятеля прихода Московской патриархии отца Владимира Феокритова. Не входя в его приход, отец Антоний хотел посвятить свое служение миссии среди инославных, хотя соглашался оказывать помощь и приходу Московской патриархии в Лондоне. Также отец Антоний был готов и перейти в подчинение отцу Владимиру Феокритову при условии, что миссионерство станет главной целью, приоритетом. И, как видим, просьба была смиренной, целью было только православное просвещение, и дальнейшая история уже хорошо известна. Монах Антоний был рукоположен в иеродьякона в октябре 1948 года, а в ноябре был рукоположен и в иеромонаха. Так началось его служение в священном сане. Таким образом, можно сделать вывод, что если выбор юрисдикции для будущего архипастыря был связан с личным опытом, то дальнейшее пребывание в ней базировалось уже на четких принципах понимания временности человеческих разделений в церкви. И, находясь на этих принципах, можно было спокойно нести миру свет православной веры. Спасибо. Андрей Александрович, большое спасибо. Напоминаю всем собравшимся, что мы можем задавать докладчику вопросы. Для этого вот в зале стоит микрофон. Некоторые вопросы поступают у нас и в чатах онлайн-трансляции, и по мере их поступления будем озвучивать. Несколько минут всегда есть, но если есть более серьезные вопросы, для этого запланировано 15-минутное обсуждение после каждой секции. Вот, то есть вот 1-2 вопроса можно задать сейчас. Пожалуйста. Александр, студент семинарии МДА. Благодарю за доклад. Скажите, пожалуйста, можно вот пару слов о, может быть, это не по теме доклада, тогда можно вопрос закрыть, о Сурожской смуте и вот Владыка Иларион, и что там произошло, и что вообще нам можно знать, и вот о той ситуации, которая была в то время в той общине. Ну, Вот, спасибо. Ну, тема скорее политологическая, а не историческая, потому что слишком уже близка к современности, операция близости, как это называют историки.
служить, сказать сложно по той причине, что все-таки не так прошло много времени, и живы те, кто непосредственно в этом участвовал. Поэтому тут как-то очень легко встать на чью-либо сторону. Но, как мне представляется, тут речь идет только о факторе личных взаимоотношений, о человеческом факторе и не более того. Вот такой печальный случай, ну, который в истории тоже нередки. И даже апостолы конфликтовали, Павел и Варнава, и святители, Иоанн Златоуст и Епифаний Кипрский. Всякое бывало, и думается, здесь все базируется только на этом. Только на этом. Ну, а уж там говорить о подробностях и тонкостей я не могу, потому что не настолько там вовлечен в этот процесс, но поскольку живы те, кто во всем этом участвовал, был свидетелем, то, наверное, они лучше ответят на этот вопрос. Вполне возможно, что фонду придется по этому поводу провести конференцию, может быть, 23-ю или 24-ю специально. Так что давайте дождемся того времени исторического, чтобы действительно можно было смотреть на это более независимым, менее ангажированным взглядом. Спасибо. Андрей, я хотел бы еще задать вопрос, конечно, очень кратко. Все-таки вот как раз именно в те годы, о которых идет речь, в годы возрастания отца Антония, принятия им монашества, начального церковного служения, Париж был под немецкой оккупацией с 40 по 44 год. И во время немецкой оккупации все существовавшиеся православные юрисдикции так или иначе, но с немецкой администрацией оккупационной взаимодействовали. Естественно, мы знаем о исповедническом подвиге нескольких человек из группы Экзархата, прекрасно знаем о матери Марии, отце Дмитрии Клепинине и близких с ними. Также были исповедники и в небольшом приходе Московского патриархата, духовник молодого отца Антония, отец Афанасий, был также задержан гестапо, провел там некоторое время и умер от этих лишений вскоре после того, как был отпущен, буквально через некоторое время. Но если не говорить о таких личных примерах, а именно как взаимодействовали с администрацией именно юрисдикции, именно их возглавители, предстоятели, что им приходилось делать, как взаимодействовать? Можно ли как-то кратко осветить вот эти три направления церковные, которые были в то время в Париже и вообще во Франции? Ну, если говорить о формальности, то, конечно, все молились за власть на Ектеньях, в том числе и на приходе Московской патриархии, не называя имен. А другое дело, что в русской зарубежной церкви было введено поминовение именно Гитлера как христолюбивого вождя, но только для германской епархии. Вот, так что это не действовало по всей русской зарубежной церкви, но это было бы и наивно, чтобы там в США или в Англии или в Швейцарии вдруг начинали молиться за Гитлера. Но нет, это несерьезно, и официально никогда ни на соборном, ни на синодальном уровне русская зарубежная церковь не призывала молиться за Гитлера, а вот находившийся во Франции ее представитель, глава западноевропейской епархии, владыка Серафим Лукьянов, как раз очень активно здесь высказывался в поддержку Гитлера, ну, о чем я говорил в своем докладе. И его цитаты очень любят до сих пор, очень любят обобщать, и его мнение уже переносить на всю русскую зарубежную церковь. Но, с другой стороны, известно, что и в западноевропейском экзархате владыки Евлогии тоже допускались и прогитлеровские речи. И тут можно назвать архимандрита Иоанна Шаховского, будущего владыку, его статью «Близок час», где он там восхвалял... Но он в Германии служил в то время, он был не во Франции. Да, да. Ну, все-таки он относился тоже не к русской зарубежной церкви, а к юрисдикции западноевропейской, к себе к ней относил. Вот. И ну, а там уже каждый как мог старался по своей совести поступать. Ну и, в принципе, читая воспоминания, ну, сейчас там на память приходят воспоминания отца Александра супруги отца Александра Шмемана, вот, что, ну, в общем-то, если
если сидеть тихо, то и можно было относительно спокойно жить. И там не обязательно от всех требовали проявления лояльности к Германии. Главное было не выступать против. Ну и вот так отношения и строились. Кто-то восхвалял, кто-то молчал, ну а вести какую-то уже антигитлеровскую деятельность, ну, мы знаем, к чему это приводило. Пример матушки Марии, отца Дмитрия, отца Афанасия нам это прекрасно показывает.